Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин, и сегодня приготовим лаваш с тремя очень вкусными начинками: с крабовыми, со шпротами и с колбасой и морковью. Это очень быстрый и вкусный вариант закуски на праздничный стол, фуршет либо пикник. Все, что нужно подготовить заранее, это только сварить яйца. Все остальные продукты будем добавлять без предварительной подготовки, а на пропитку нужен всего 1 час. Это лучший вариант, когда нет времени, но гости уже на подходе. Я начинаю, а вы, пожалуйста, подпишитесь и не забудьте сохранить рецептик. Для приготовления закуски нам потребуется 3 пачки лаваша, в каждой пачке по 2 штуки, вес одной упаковки 200 грамм. Расстилаем первый лаваш, смазываем его тонким слоем майонеза. Я использую домашний, а вы можете его заменить на сливочный сыр. Размазываем ложкой. 2 плавленых сырка, предварительно примороженных, натираем на терке. Стараемся распределить сыр по всему лавашу. Далее крабовые палочки можно натереть на терке, а можно развернуть каждую и разложить по всему периметру лаваша. Так будет намного красивее в разрезе. Теперь слегка присыпаем измельченной зеленью и накрываем вторым лавашом. Руками слегка прижимаем, снова смазываем тонким слоем майонеза. И теперь размазываем слой икры 100-120 грамм. В этот раз я купила икру мойвы, но обычно я покупаю икру трески либо минтая. Мне нравятся все 3 варианта. Ну и каждый вариант очень сильно меняет вкус всего лаваша. 2 вареных яйца натираем на терке и аккуратно распределяем. Снова присыпаем измельченной зеленью. И теперь сворачиваем рулет с широкой стороны. Сворачиваем аккуратно и слегка прижимая каждый подворот. Еще один момент по поводу лаваша. Я всегда стараюсь купить желтый. На этикетке пишут, что он с добавлением сыра. Вряд ли там есть сыр в составе, но такой лаваш более прочный. И у меня он никогда не рвется при скручивании. Рулет заворачиваем в пищевую пленку, фольгу, либо обычный пакет и оставляем в холодильнике на 1 час. Второй вариант начинки я бы назвала новогодним. Его можно приготовить вместо надоевших бутербродов со шпротами. 2 листа лаваша смазываем тонким слоем майонеза. 100 грамм твердого сыра натираем на терке, лучше на мелкой. Равномерно распределяем сыр и накрываем вторым листом. Размазываем майонез. И 2 вареных куриных яйца натираем на терке. 1 банку шпрот, в ней 150 грамм, разминаем вилкой. Также их равномерно распределяем. Но можно не измельчать, а положить целенькими шпротами. Посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и сворачиваем в тугой рулет. Очень хотелось дополнить этот рулет еще маринованными либо свежими огурчиками, но я не рискнула, поэтому если сделаете такой вариант с огурцами, обязательно напишите ваши впечатления в комментариях. 1 лаваш взяла белый, и при сворачивании он, конечно же, треснул. Также его заворачиваем в пищевую пленку либо пакет и убираем в холодильник на 1 час. Итак, последний, 3-й вариант. Смазываем тонким слоем майонеза. Натираем на терке 2 плавленых сырка, также примороженных. 180 грамм корейской моркови нарезаем на более мелкие полоски. Слишком мелко не нарезайте, потому что будет высыпаться из лаваша. Кладем слой моркови и равномерно распределяем. Копченую колбасу, у меня краковская, нарезаем тонкой соломкой. Где-то 200-250 грамм. Как по мне, краковская сильно жирная, я бы ее заменила на ветчину, либо запеченное филе. Накрываем вторым листом лаваша и смазываем майонезом. Натираем 2 вареных яйца. Распределяем колбасу, немного не дохожу до края, потом, чтобы она не мешала сворачиванию рулета. Посыпаем зеленью и сворачиваем плотный рулет. Дальше в пакет и в холодильник.
Через час достаем все 3 готовых рулета. Нарезаем ровным срезом на порционные куски по 2 сантиметра. Края более сухие и с меньшим количеством начинки я обычно срезаю. У меня получилось всего 27 порционных кусочков. Закуска выглядит очень празднично и красиво. Удобно брать такой кусочек из праздничного стола и с собой на перекус. Ну что, давайте попробуем каждый на вкус. А вы обязательно напишите в комментариях, какой вам больше вариант понравился. Ну все, приготовили, давайте пробовать. Какой будешь первый? Я крабовый. Ну как? Очень вкусный. Икра дает вкусный и крабовые палочки. Все попробовать, мне будет очень многовато. Но нужно попробовать сначала с шпротами. Вот как он выглядит аппетитненько. Я со шпротами вообще никогда не делала. У меня форма как семечко. Очень вкусно. Знаете, что напоминает бутерброды со шпротами? Только вот такой вот нежные-нежные. Лаваш смягчает это, чем грубость такой хлеб дает. Нежный контраст с этим шпротом, ну, очень интересно. Обязательно попробуйте. Так, следующий я хочу попробовать с колбаской и с корейской морковочкой. Тоже выглядит очень интересно, такая закусочка. Ну, как? Этот по-своему вкусный. Корейская морковка, плавленый сырочек, колбаска. Вообще отличное сочетание. Закусочные такие. Вместо там салатиков лишних, чтобы не... Ну, удобнее было на фуршете, например, брать. Тоже классно. И самый мой любимый вариант это этот с икрой и крабовой палочкой. Это Да, я вообще согласна. самый классный вариант. Согласен, очень вкусно. Ну, как тебе? Я дам предпочтение. Именно вот фаворит мой, это вот с крабовыми палочками с икрой. Первое место вот этот вот. Второе место я дам шпротом нежненьким вот таким вот. И на третье место это просто вот, ну здесь, наверное, элементарные продукты, но тоже классно сочетаются. Все попробовали. Всем большое спасибо, что смотрели. Не забудьте подписаться на канал. И поставить лайк. И поставить лайк. И подписывайтесь на канал. Ждем 100 000. Да, все. Всем спасибо и пока.